Глава 65. У Селяня поведение ребенка вызвало улыбку и жалость. Принц спросил лекарей, раны этого дитя излечимы. Один из лекарей, заново накладывая бинты на голову ребенка, ответил, вне всяких сомнений. Эти слова успокоили Селяня, он кивнул, благодарю вас за труды. Внезапно придворная служанка объявила о прибытии их величеств государя и государыни. Лекари, как по команде, повставали с мест и согнулись в приветственном поклоне. Селянь перенес ребенка на кровать и сказал, «Пока полежи здесь, отдохни». Подумав, что раз мальчик боится незнакомцев, то может испугаться сильнее при виде толпы, которая сейчас нагрянет, принц опустил занавеску над кроватью, затем поднялся и отошел. В зал вошли государь и государыня в сопровождении свиты из придворной охраны и служанок. «Сынок, почему ты в спешке вернулся во дворец, едва покинув его чертоги? Ты поранился где-то по дороге?» — спросила государыня с побледневшим лицом. Селянь ответил, «Прошу вас не беспокоиться, матушка. Я не поранился. Но пострадал другой человек». Как раз в этот момент Цзэжун подал голос из своего угла, «Тетушка, спасите меня!» Государыня лишь тогда с немалым удивлением обнаружила, что рядом стоит Фэн Синь, крепко держащий Цзэжуна, не давая тому вырваться. Женщина переживала лишь за благополучие и безопасность собственного сына, поэтому сначала больше никого вокруг не замечала, но теперь, увидев, спросила, «Жунер, что все это значит?» Государь же, нахмурившись, спросил, «Фэн Синь, почему ты держишь князя Сяоцина, будто преступника?» Прибытие его величества обязывало Фэн Синя, Му Цина и всех остальных присутствующих немедленно отвесить поклон со сложенными перед собой руками. Но поскольку Фэн Синь держал Цзэжуна, он не мог совершить предписанные действия и оказался в весьма щекотливой ситуации. Селянь произнес, «Я приказал ему схватить Цзэжуна». Цзэжун, придерживая правую руку, пожаловался, «Тетушка, у меня сломана рука». Но государыня еще не успела пожалеть его, когда Селянь сурово ответил, «Ты лишь сломал руку, а что произошло с тем ребенком?» Государь спросил, «С каким ребенком, Селянь?» «С 10-летним мальчиком, у которого не хватило бы сил даже на то, чтобы связать курицу, у которого и так-то слабое тельце». Цзэжун послал своих слуг, чтобы избить его. Если бы малыш не оказался на редкость живучим, боюсь, уже лежал бы бездыханным, забитый до смерти. Цзэжун, будто услыхав какую-то смешную шутку, округлил глаза и возмутился. 10-летний ребенок, который и курицу не связал бы. Слабое тельце. Братец, ты просто не знаешь, насколько этот задохлик оказался злобным, диким и яростным в драке. Это лишь перед тобой он притворяется жалким. Я послал за ним полдюжины слуг, но им не удалось сдержать мелкого демона, он дрался, пинался, кусался и царапался, так что мои люди теперь истекают кровью. Если бы он не разозлил меня, стал бы я тащить его по земле за повозкой. Эти слова заставили и государя, и государыню измениться в лице. Селянь сделал глубокий вдох и крикнул, «Закрой рот! Думаешь, совершенный поступок сделал тебе великую честь?» Цзэжун обыкновенно вел себя достаточно дерзко на людях, разве подобное безобразное поведение могло остаться незамеченным простыми жителями столицы? А те, кто заметил, не отказались бы обсудить его в свободное время за чашкой чая, разнося сплетни. Государь, лицо которого слегка потемнело, сначала посмотрел на жену, потом приказал, «Уведите князя Сяоцина. Лекари, займитесь его рукой. Отнять его золотую повозку и запереть на месяц без права покидать дворец, пусть подумает над своим поведением». Охранники за спиной государя ответили «Есть» и подошли к Фэн Синю, чтобы забрать Цзэжуна. Лишь после этого Фэн Синь отпустил пленника. Последний же, явно смирившись со своей участью, лишь хмыкнул, «Ну и забирайте, все равно я уже понял, что прокатился на ней сегодня в последний раз». Не услышав в его словах и тени раскаяния, государыня тяжело вздохнула. Селянь произнес, «Вижу, если запереть его лишь на месяц, в следующий раз он опять возьмется за старое. Необходимо ужесточить наказание». Цзэжун потрясенно застыл и сердито крикнул, «Мой царственный брат, ты!» Затем тут же закатил глаза и сказал, «Ладно.
Я признаю, что был неправ. Ваше Величество, какое бы наказание меня ни постигло, Цзэжун готов его принять. Следующей фразой он внезапно перевел разговор в другое русло. Вот только, не следует ли также подвергнуть наказанию слугу его высочества, наследного принца? Дядюшка, тетушка, ведь мою руку сломал никто иной, как этот Фэн Синь. Государь немедленно перевел взгляд на Фэн Синя, на его лице сверкнула вспышка удивления и гнева. Фэн Синь чуть опустил голову, Му Цин же, не привлекая внимания, отступил в сторону от него на пару шагов. Государь ледяным тоном произнес: «Фэн Синь, ты относишься к свите, сопровождающей его высочество наследного принца. Наш сын весьма высоко тебя ценит, но неужели это заставило тебя забыть о своем положении и возгордиться? Твой долг — служить его высочеству. И как ты исполняешь свои обязанности? Кто позволил тебе ударить двоюродного брата наследного принца, князя Сяцина?» Фэн Синь, слушая, приготовился встать на колени. Но Селянь возразил: «Нет нужды в коленопреклонении». Фэн Синь обязан был в первую очередь повиноваться Селяню, и даже если сам его величество велел что-то сделать, приоритетом для юноши все же оставался приказ его высочества, поэтому он не завершил жест покаяния. От этого лицо государя сделалось еще более сердитым. Селянь произнес: «Фэн Синь действительно сломал Цзэжуну руку, это правда. Но, обращаясь к причинам случившегося, скажу, что он сделал это для защиты своего господина. Кроме того, Цзэжун первым совершил серьезный проступок, вины Фэн Синя здесь нет. Почему же он должен преклонять колени?» Государь ответил: «Не имеет значения, почему он так поступил, его действия — оскорбление князя Сяцина. Господин и слуга не равны, существует четкая грань между высшими и низшими чинами. Не говоря уже о преклонении колен, даже если я, глава государства, прикажу прямо сейчас всыпать ему 100 палок в наказание, в этом не будет ничего неподобающего». Государь относился к Цзэжуну далеко не с такой теплотой, как государыня, но все же Цзэжун являлся представителем правящей семьи, а значит, обладал неприкосновенностью. И сам Цзэжун, прекрасно это понимая, ехидно скосил глаза и произнес: «Нет нужды в наказании палками, это все-таки слуга моего царственного брата, мне бы не хотелось ставить его в чересчур затруднительное положение. Я лишь хочу, чтобы он сломал руку, и себе тоже, а потом трижды поклонился мне в ноги, и тогда я откажусь от каких-либо обвинений». Государь ответил медленным кивком, кажется, посчитав это справедливым. Селянь же возразил: «Если вы желаете наказать Фэн Синя, сначала придется наказать меня. Он мой слуга, и, во-первых, не совершил ничего предосудительного, во-вторых, даже если и совершил, то подчиняясь моему приказу. Поэтому я приму наказание вместо него». Когда он сказал так, на лице государя промелькнула вспышка гнева. В большинстве своем все отцы и сыновья под небом рано или поздно переживают подобные перемены. Когда ребенок еще маленький, он смотрит на отца как на величайшего в мире героя и образец для подражания, восхищается им без меры. Но когда он достигает определенного возраста, то постепенно начинает подвергать сомнению все, что ранее знал об отце, иногда доходит до постепенного неприятия, и обе стороны в итоге никак не желают признавать друг друга. Основной причиной восхождения Селяня на гору Тайцан для самосовершенствования было искреннее стремление к постижению боевого искусства и, да, пути. Однако для него не играло большой роли, где именно постигать «да» и в каком статусе его постигать. Так называемое «да» или «путь», если обратиться к первоначальному значению слова, означает дорогу, по которой идет человек. Главное — всем сердцем следовать этому пути, и тогда любое место может стать подходящим для совершенствования тела и духа, вовсе не обязательно соблюдать все формальности, вроде традиционного уединения в горном монастыре. Селянь всячески настаивал на последнем условии лишь потому, что понимал, ему не удастся поладить с отцом, оставшись во дворце. Поскольку Селянь являлся драгоценным наследником государства Синьлэ, как только он родился, государь четко распланировал весь его жизненный путь в соответствии с правилами. Пока принц был мал, это не приносило хлопот, какие хлопоты мог принести маленький ребенок. Селянь нуждался лишь в присутствии родителей рядом,
чтобы вместе с ними строить замки из золотых листков, резвиться и играть. Но по мере взросления Селянь все чаще замечал, что его отец, не только его отец, но еще и глава государства. Очень многое в их образе мыслей и действий совершенно не совпадало. К примеру, одной из самых нелюбимых вещей Селяня являлось пресловутое величие царственного рода. И раз уж их мировоззрения не сошлись, лучшим решением стало отдалиться друг от друга. Каждый раз по возвращении во дворец Селянь старался больше времени провести за теплыми разговорами с матерью, но никогда не стремился открывать свое сердце отцу. Каждый из них крайне редко проявлял инициативу в общении с другим, и каждый раз государыня выступала между ними примирителем. Упрямство и бескомпромиссность между отцом и сыном длились уже несколько месяцев, и теперь Селянь неизменно стоял на своем, не желая уступать. Государь же произнес: «Хорошо. В таком случае ты примешь наказание вместо него, да только сможешь ли?» Селянь ответил: «Разумеется, государыня», видя, что отец и сын вновь схлестнулись, взволнованно воскликнула: «Ну зачем же вы так?» Как вдруг Фэн Синь, который за все это время не произнес ни звука, поднял левую руку и нанес ею удар по правой. Раздался хруст, присутствующие потрясенно повернулись на звук и увидели, что правая рука Фэн Синя безвольно повисла, так же, как у Цзэжуна. Селянь удивленно и разгневанно закричал: «Фэн Синь!» На лбу Фэн Синя выступили капли холодного пота. Без лишних слов юноша встал на колени в направлении Цзэжуна и со стуком отбил 3 поклона лбом. Селяню так и не удалось его остановить. Цзэжун, весьма довольный собой, расхохотался: «Так и быть. Мое превосходительство, пускай нехотя, но прощает тебя. А сделал бы сразу, как я говорю, и никакой проблемы не возникло бы». Невзирая на собственную сломанную руку, Цзэжун уходил в бодром и приподнятом настроении, будто только что одержал победу в бою. Фэн Синь по-прежнему стоял на коленях. Му Цин наблюдал за происходящим со слегка посеревшим лицом, и его мысли были недоступны для окружающих. Селянь же резко развернулся к отцу и гневно выкрикнул: «Ты!». Фэн Синь левой рукой придержал его. «Ваше высочество!» Государыня тоже протянула руку, чтобы удержать принца. Селянь понимал, что Фэн Синь, поскольку находился при нем с 14 лет и пользовался сердечным отношением государыни, не мог видеть, как ссорятся отец и сын, и как из-за этого страдает государыня. Лишь потому так поступил. И теперь принц не смел допустить, чтобы благое намерение Фэн Синя пропало даром. Пришлось, скрипя сердце, стерпеть обиду, невзирая на то, что в душе вовсю бушевало пламя гнева. Выражение лица государя постепенно успокоилось, стало невозмутимым, после чего мужчина покинул зал. Государыня, которой Фэн Синь всегда нравился, со вздохом произнесла: «Ох, милое дитя, тебе пришлось несправедливо пострадать». Фэн Синь ответил: «Прошу вас, государыня, ни в коем случае не говорите так. Это долг моей службы, вот и все». После его слов взгляд Му Цина сверкнул, и юноша будто бы беззвучно холодно усмехнулся. Селянь закрыл глаза и произнес: «Матушка, если вы в самом деле не можете справиться с Цзэжуном, тогда заприте его». Государыня вдохнула, кивнула, потом покачала головой и отправилась следом за мужем. Селянь подозвал лекаря, чтобы тот занялся рукой Фэн Синя. Принц сказал: «Фэн Синь, прости». Как только все ушли, Фэн Синь немедля сменил выражение лица и насмешливо бросил: «За что тут извиняться? Раз уж я посмел его ударить, неужели испугался бы мести?» Помолчав, он попросил: «Ваше высочество, конечно, вы правы в стремлении наказать Цзэжуна. Но все же, прошу вас, не стоит конфликтовать с его величеством. Его величество — глава государства, а также человек, старший по возрасту. Он мыслит иначе, чем мы с вами. А если вы начнете ругаться, государыня расстроится, глядя на вас. У нее и без того немало поводов для переживаний». Да разве Селянь сам не ведал, что у его матери немало поводов для переживаний? Мать Цзэжуна приходилась государыне единоутробной младшей сестрой, между ними существовала глубокая привязанность.
В молодости, еще ничего не смысля в жизни, младшая сестра впервые влюбилась и всем сердцем жаждала свободы. Поверив сладким речам возлюбленного, она разорвала говоренную помолвку и сбежала с телохранителем из императорской охраны. Но оказалось, что вышла она за подлеца, не прошло и полугода их жизни в домике, похожем на собачью конуру, где приходилось ютиться августейшей особе, привыкшей к роскоши. Тот телохранитель показал свою истинную натуру. Он предавался пьянству и разгулу, а когда родился Цзэжун, стал поднимать руку на жену и сына. В конце концов, для матери с ребенком такая жизнь стала невыносимой. Когда Цзэжуну исполнилось 5, женщина, понурив голову, вернулась во дворец, взяв с собой сына. Поскольку она давно стала героиней скандальных слухов о знатной семье, целыми днями женщина не покидала дворца и остаток жизни провела в грусти и печали, окружая все большей любовью лишь единственного сына. К несчастью, однажды, во времена смуты, мать Цзэжуна, чтобы защитить государыню, закрыла ее от шальной стрелы. А перед смертью доверила Цзэжуна своей сестре. Государыня посчитала своим долгом отдать все силы на воспитание мальчика. Но чужой ребенок всегда приносит множество хлопот. Его трудно воспитывать, излишнюю строгость легко спутать с жестокостью, а в память о любви к сестре государыня жалела ребенка, относилась к нему с состраданием. Не воспитывать тоже нельзя, ведь если все спускать с рук, ребенок станет таким, как сейчас. При отсутствии каких-либо ограничений в будущем ситуация только усугубится. Государыня часто пребывала в недоумении, ведь она относилась к Селяню и Цзэжуну практически одинаково. Почему же воспитанные ею дети столь сильно различались характерами? В этот момент Селянь вдруг вспомнил о мальчике, который по наклонной черта влево прежнему лежал на кровати для больных. Подняв занавеску, принц увидел, что ребенок в какой-то момент снова сел и, кажется, только что подглядывал за происходящим сквозь просвет между занавесками. Но стоило Селяню отодвинуть занавесь, и мальчик снова послушно улегся. Принц спросил: случившаяся ссора не напугала тебя? Не обращай внимания, ты здесь ни при чем. К принцу обратился лекарь: ваше высочество, мы закончили перевязывать раны ребенка. Теперь ему необходимы лишь покой и отдых. Селянь склонил голову: благодарю за ваш труд. Затем вновь наклонился к мальчику и спросил: где твой дом? Мне проводить тебя, ребенок покачал головой, дома нет. Фэн Синь, чья рука теперь висела на повязке, подошел ближе и спросил: у него нет дома. Неужели он и правда нищий попрошайка? Судя по худобе и маленькому росту ребенка, а также запачканной одежде, предположение было более чем вероятно. Если ему некуда возвратиться, бросить его во дворце или же выкинуть на улицу нельзя, поэтому Селянь, немного поразмыслив, сказал: раз так, давайте пока заберем его с собой на гору Тайцан. К всеобщей неожиданности Му Цин произнес: он лжет.